Пасмурно, дождик. Ты напал какой-то. Буратино. Нужен хариус. Что это у нас? Хариус. Хариус. И снова дождь. Ой, сесть бы куда-нибудь. Ох, красота. Шахтеры. Сходим сейчас на нашу тут метеостанцию. Утро 5-го дня. Дождь поливает. Вчера вечером сварили ушицы со щукой и окунем. Сегодня завтракаем с утра. Такой за ночь настоялась. Горяченькая. Что надо. Обсуждаем планы на день. Пока непонятно, да? Ванна корректируется. Да. Дождь, конечно, нам стекает откуда. Да, ветер поменялся. Да. Смола? Угу. Много смолы. Да, хорошо коптит. Угу. Буратино тоже занялся. Буратино уже течет смолой, смотри. Просто обтекает. Ты напал какой-то. Буратино. Все, отличная подставка. Почти. Готово. Нет, еще не доработано, но будет подставочка годная. Надо только смолу выгнуть. Гнилушечка, конечно. Ну, слушай, она пролежала год, отсырела и... Ну, она и вообще вот эта часть Угу, да, другая. более рыхлая, а вот эта такая... Это тугая, Тугая, это а рыхлая. это жирная, южная. Южная. Ну да, вот центр дерева. Угу. Ну, там в костре смола прям аж кипит на пеньке. Ну, с него течет, я же говорю. Ну, буратино, они все такие. Сегодня решили никуда далеко не ходить. Все-таки дождь. И пробежаться по берегу. Попробовать половить хариус с берега. Вдоль береговых свалов. Одеваюсь сейчас вейдерсы и куртку, чтобы не промокнуть. В воду можно было бы залезть с берега. Может зайти подальше, чтобы закинуть. Зайти поглубже, чтобы закинуть подальше. Иногда меня спрашивают, какую обувь использую для забродных, для рыбалки в забродку. Вот такие у меня башмаки виженовские. Брал, потому что хожу на дальние расстояния. Вот, они с резиновой подошвой. И выступают у меня как трекинговые башмаки. Потому что войлочные, конечно, удобнее лазить по камням, но ходить в них там на 5-10 километров не очень удобно. Здесь жестко фиксируется длина стоп и жесткая подошва. Хотя она довольно липучая к камням. Я так особо-то не скользил. Погода немного такая релаксирующая. Хочется сидеть под тентом, ничего не делать и просто жечь костер. Пасмурно, дождик.
сейчас вот стал немного поменьше. Все затянуто, облачность такая облажная, ничего не видно, ни просвета там, ничего. Потихоньку доделаю очаг, притащил тут новых камней, хочу его повыше сделать, чтобы как экран выступал. Может, вечерком сегодня займусь как раз. Что-то не хочется мне идти на рыбалку. Решил попить чай. Сушу носки и перчатки. Все уже влажное, промокло. Дождь опять усилился. Рация молчит. Ромку не слышно, а значит, наверное, ничего не клюет. Он уже ушел. На полчаса назад точно. Уже должен был бы что-нибудь сказать, если были поклевки. Сегодня, наверное, будем готовить опять рыбу, жареную щуку, вчерашнюю. Ухи у нас еще, полкотелка. Вчера, кстати, после того, как поели щуку, уже было на часов 10 вечера. Собрались варить уху, как раз, чтобы на утро было. Поэтому ничего не снимал. Но, в общем, с утра вот хорошо так заправились ушицей. Хочется, конечно, хариуса. Еще больше хочется кумжа. Но пока тихо. Погода не радует в этом году, вообще не радует. Это же мой второй поход на Кольский. Да, в этом году. Я в июле, грубо говоря, середина июля, я ездил на Кольский в полярную тундру. Там 15 километров до Баренцева моря. И поехал также на 2 недели. Но в итоге через 7 дней я был дома. Первый день, когда мы заходили, погода была неплохая. К вечеру вообще там было солнышко, половили рыбу. Хорошо, и кумжа половили, и хариусов крупных. На второй день того похода тоже погода была так, неплохая. Не такого солнца, конечно, не было, как в первый день, но была неплохая погода, половили хариусов. Кумжа была, опять же, сига поймали к вечеру. Полный набор рыб. И к вечеру, да, заморосил дождик. И потом, получается, мы просидели... с утра, значит, мы встали, был дождь. Полдня мы просидели в палатке. К вечеру опять сходили на рыбалку. Мне нравится такое. Сидишь, говоришь, а тут на карте памяти нет места. В общем, остальные, там, 4-й, 5-й день мы отсидели в палатках. Просто дождь стеной. Приняли решение выходить. И уходили тоже в такую погоду штормовую. В общем, не получился поход. Я что-то там поснимал, но не знаю, буду вообще делать видео. Нет, если буду, ссылочку добавлю сюда. В общем, чай допил. Все-таки пойду порыбачу. Может, что-нибудь поймаю. Нужен хариус.
Все, прием. Ты вышел? Прием, вышел. Ну, я на третьей бухте решил свернуться, иду в лагерь, попью, наверное, чаю или там ушицы немножко съем. И хочу сплавать все-таки либо к островам, либо на косу. Я тоже с тобой схожу. Ну, хороший план, давай. Шестой день похода на Кольский. Варим уху. Вчера наловили хорошо щуки, немного хариуса. Вот решили сварить ушицы. О, слушай, тут как же жарко-то сидеть. А тут как холодно. Да, да, рыбу можно сейчас уже закладывать. Все. Овощи уже сварились. Что это у нас? Хариус. Хариус. Сижок. Попался. Ну и щучка, как положено. Мяса в ухе больше, чем всего остального. Наваристый будет. Ага. То, что надо. Вот, смотри, как с водой угадал. Да. Как раз. Опять дождь. Переменная облачность. Лавровый лист. Перец горошком. Смесь перцев. И укроп. И снова дождь. Как это называется? Переменная облачность. Переменная постоянная облачность. Все, бросай ты эту свою доску. Давай. Уху. Есть. Рядом с лагерем, ну недалеко от лагеря, нашли вот такую поваленную сушину. Будем сегодня пилить ее и заготавливать дрова. На улице холодно, вечером особенно холодно. Там до нуля почти температура. Нужен костер, нужны дрова. Будем... О! Сухая. Будем пилить с Ромкой. О, совсем сухая древесина. Отлично будет гореть. Фу. Ой, сесть бы куда-нибудь. О. Сегодня куча времени ушло на заготовку дров. Это вот
только часть того, что мы сегодня напилили. Нашли в лесу там метрах в 300 поваленную сушину. И вот пилим ее и таскаем сегодня. Это жестко. На улице холодно, особенно вечером. Сидим у костра, и постоянно приходится подкидывать дрова. Поэтому дрова нужны, и сегодня глобально так занялись заготовкой. Пойду за следующей порцией, партией. В общем, называйте как хотите. Но тяжеловато, в общем. Сегодняшние горы. Вот такая красота. Ром плывет с вечерней рыбалки. Посмотрим, чего поймал. Я сегодня что-то не ходил вечером. Ух, там его на волне-то как подбрасывает. О, раз, раз. Такой. Вроде ветра нет. Но такой подброс хороший. У нас сегодня небольшая кумжа на ужин. Ах, красота. Сижок. Начнем с сишка, да, он такой. Ну, надо не прибивать его ничего. Надо заценить. Он неплох. Так, а теперь немного. И сижок. Оп. Сижок вообще нежный такой. Хорошо. Его только надо на шкуре оставить, я забыл. Чтобы с одной стороны была шкурка. Вот. Она тоненькая совсем. Он будет покрепче держаться. Шахтеры. Два шахтера. Два шахтера едят сашими, да? Вообще.
свежепойманная кумжа, свежепойманный сик. Это прекрасно. Это прекрасно, да. Теплый костер тоже очень хорошо. Костер вообще шикарный. Костер. Наш костер сегодня. Дров мы нафигачили. Так что теперь нам не жалко. Ну все, батарейка села. Раз, два, три. Сходим сейчас на нашу тут метеостанцию. Так. Что там с температурой? О, 2,5 градуса и 82% влажности. Время 21:38. Вот такая вот температура здесь вечером. Ночью будет еще холоднее. Угу.